Ну что, друзья, всем привет! Я, как и большинство из вас, посмотрю грядущую сентябрьскую презентацию Apple, потом посмотрю на новые айфоны вживую и залезу на какой-нибудь e-каталог, чтобы посмотреть, насколько подешевели прошлогодние модели. Потому что именно эти айфоны будут продаваться по более или менее доступным ценам, а как показывает практика и предыдущие наши ролики, которые ждут вашего просмотра на нашем канале, базовые айфоны предыдущих поколений более чем актуальны на сегодняшний день. В этом, так скажем, заключительном ролике мы сравним с вами 10R, 11 и 12 iPhone, поймем, какие у них преимущества и недостатки, и какой купить, чтобы точно не прогадать. Меня зовут Арут, вы на канале Just Use, приятного вам просмотра. Начну, как по мне, с самого интересного – с цен. Сразу откидываем БУ рынок и такие модели, как Pro и Pro Max версии 11 и 12, 12 mini, SE 2020 и более старые версии. У каждой из этих моделей имеется своя категория покупателей, и поэтому стоит признать, что популярнее всех – это базовые модели всех поколений, а именно 10R, 11 и простой 12. На момент записи этого ролика цены выглядят следующим образом. Сразу отвечу на грядущие вопросы. Это официальные цены сайта Apple. Естественно, сторонние магазины продают на порядок дешевле. Вот, например, эти суммы выглядят на сайте сравнения цен. А вот так, по моему мнению, они будут стоить после презентации и ближе к новогодним праздникам. Ситуация с ценами интересная. Особенно разница между 10R и 11, но к этому мы еще вернемся. Комплектация. Как я уже говорил в предыдущих роликах, после выхода iPhone 12 серии все продаваемые смартфоны, в том числе предыдущих поколений, получили комплектацию Slim Box. Такая коробка включает в себя макулатуру, наклейку, скрепку и метровый Lightning кабель. Но несмотря на это, в некоторых магазинах еще можно найти старые партии 10R и 11, в комплекте с которыми также имеется блок питания и проводные наушники. Знаете, вроде мелочь, но лично я все это дело продавал на Авито, тем самым экономя на общей стоимости смартфона. Лайфхак. Внешний вид. По факту дизайн изменился лишь в 12-м айфоне. Тут отказались от скругленных граней, и в целом смартфон стал больше похож на старую добрую 5-ю серию. Это неплохо, и претензии есть разве что во время эксплуатации. Многим печатать, да и просто держать смартфон в руках не очень комфортно. Но проблема, как всегда, решается защитным кейсом, так что забудьте. Что касается 11 и 10R, это и вовсе клоны друг друга, за исключением дополнительного модуля камеры в 11. У всех трех моделей есть защита от воды и пыли. Рекордсмен из этой тройки является iPhone 12, но по факту ни один из этих смартфонов я не рекомендую опускать под воду. От дождя защищены, и на этом спасибо. Кстати, напишите в комментариях, какой у вас iPhone и окунали ли вы его под воду. Интересно будет почитать. Тыльная сторона у всех моделей включает в себя челку с Face ID и дисплей с диагональю 6,1 дюйма. Рамки имеются во всех моделях, в 12-м они чуть поменьше, но по факту разницу видно лишь при детальном сравнении. К слову, за счет этого 12-й iPhone чуть меньше по своим габаритам. В 10R и 11 установлен один и тот же IPS-экран, его разрешение HD, количество пикселей на дюйм 326. В 12-м iPhone уже Full HD матрица, количество пикселей на дюйм 460. Разрешение подросло, но главное отличие перед 10R и 11 это тип матрицы OLED против IPS. На самом деле это вечная война любителей одного и другого, и перед покупкой лучше посмотреть на эти экраны вживую. От себя я скажу, что IPS не мерцает и не доставляет дискомфорта людям с чувствительными глазами, но при этом имеет не самую лучшую цветопередачу и менее контрастнее, чем тот же OLED. OLED, в свою очередь, имеет более насыщенные цвета и пиковую яркость, но при этом мерцает и не лишен такого свойства, как выгорание. Последнее, к слову, решается живыми обоями. Несмотря на все вышеперечисленное, каждый экран хорош. Смотреть фильмы, играть в игры и обрабатывать фотографии – одно удовольствие. Также стоит сказать про стекла. В 10R и 11 это закругленные стекла, на которые клеить защитные не всегда получается удачно. В 12 обратная ситуация. Экран плоский, и наклеить дополнительное стекло не составляет никакого труда. А если вы любитель пользоваться смартфоном незащищенным от внешних повреждений, то стоит знать, что в 12-м iPhone используется стекло Ceramic Shield, которое, по заявлению Apple, в 4 раза прочнее стекол, установленных в предыдущих моделях, но царапается и собирает следы от пальцев также охотно. Автономность. Как заявляет Apple, каждый новый смартфон из сегодняшнего списка живет на час дольше, то есть
по нарастающей. По факту, если не вдаваться в подробности, живут эти смартфоны плюс-минус одинаково. Несмотря на разную емкость аккумуляторов, и 10R, и 11, и 12 лично с моим сценарием использования спокойно доживают до самого вечера. Схожесть касается и скорости зарядки. Во всех трех смартфонах имеется поддержка быстрой зарядки и беспроводная зарядка. А iPhone 12 вдобавок поддерживает аксессуары MagSafe. Как-то так. Во всех трех айфонах установлены стереодинамики. Как они звучат, я не буду вам показывать. Это также стоит проверить самостоятельно вживую. Но, как по мне, 11 звучит громче всех, а 12 звучит качественнее всех. С микрофонами, естественно, проблем нет ни в одном из этих смартфонов, причем как во время записи голоса, так и во время разговоров. Также не стоит забывать и про Face ID. Он имеется во всех трех смартфонах, и несмотря на то, что по заявлению Apple распознавание лица происходит быстрее в 11 и 12 айфоне, на деле все три смартфона разблокируются плюс-минус с одинаковой скоростью. Поэтому, если Face ID для вас важный параметр, вообще не думайте. Везде одинаково. Чиз! Есть. Камеры. Как я уже говорил, на нашем канале уже есть индивидуальные обзоры всех сегодняшних айфонов, в которых я подробно рассказывал про камеры и показывал некоторые примеры фото и видео. Поэтому вкратце. В iPhone XR одна единственная камера на 12 мегапикселей, в 11 и в 12 уже два модуля по 12 мегапикселей, второй модуль в последних, к слову, это ультраширик, и несмотря на то, что это новый угол обзора, позволяющий захватить как можно больше объектов в кадр, фотографировать он куда хуже, чем основной модуль. А ночной режим и вовсе имеется только в 12-м айфоне. Поэтому его отсутствие в 10R, как по мне, не так критично. Это я так успокаиваю тех, кто купил себе 10R. Ладно, если серьезно, модуль классный, но, во-первых, нужен он не каждому, и, во-вторых, заметно прокачают его лишь только в 13-м айфоне. Поэтому его наличие — это просто как приятное дополнение. И если у вас 10R, то особо не парьтесь. Если что, проблему можно решить линзами, какими вы знаете. Также из важных отличий это ночной режим. В 10R его нет совсем. В 11 он только на основном модуле, а в 12 и на основном, и на ультраширике. В остальном все смартфоны умеют снимать в 4К при 60 FPS, и поверьте, этого более чем достаточно, чтобы снимать красивые ролики. Другое дело — начинка. В айфонах из сегодняшнего списка установлены такие процессоры, как A12, A13 и, как вы уже могли догадаться, A14. Каждый процессор быстрее и энергоэффективнее предыдущего, но по факту, скажем так, в реальной жизни все три смартфона справляются со всеми задачами без каких-либо проблем. Запуск приложений, съемка и обработка фото и видео, запуск игр, все это происходит быстро и без каких-либо проблем. Естественно, если сравнивать лоб в лоб, то iPhone 12 будет на долю секунды быстрее запускать приложение по сравнению с 11, а 11 по сравнению с 10R. Но важнее то, что 12 будет актуальным дольше 11, а 11 дольше 10R. Надеюсь, вы не запутались. Поэтому, если вы берете телефон с запасом на 3-4 года, то выбор, я думаю, очевиден. А теперь главный вопрос, какой в итоге выбрать? Первое. Для начала я рекомендую посмотреть подробно обзор и опыт использования каждого из этих смартфонов. Ссылки я оставлю в описании. И второе. Всегда выбирать лишь только вам. Каждый смартфон из списка хорош по-своему и оправдывает каждый потраченный рубль. Но если вам интересно мое мнение, то я бы выбрал себе 11. К слову, 11 в качестве основного я себе и выбрал. Это некая золотая середина. Об этом я говорил в обзоре 11-го айфона. Он стоит не намного дороже 10R и не сильно уступает 12-му айфону. При этом имеет привычный дизайн, второй модуль камеры, мощный процессор, за счет которого скорости в работе вам хватит на как минимум 3 года. Ну и не стоит забывать про старые партии с более богатой комплектацией, с которой я уже говорил, что можно сделать. На этом все, друзья. Все ваши возникшие вопросы задавайте в комментариях, постараюсь ответить каждому. Увидимся, пока!